Начинается курортный сезон, и для Испании необычайно холодная погода стоит, дожди, холод. Ну, по испанским меркам холод, то есть плюс 16, плюс 20 градусов в Испании уже считается холодом. Хотя в море кто-то там купается. Приезжает много туристов, видно, они все новенькие, загоревшие. Я вспомнил про случай. Хочу его рассказать в максимальных подробностях. Это последний раз, видимо, я могу сказать, что последний раз, когда я был на море, на Черном море со стороны Российской Федерации. Где-то в 20-х числах июня 22 года, в июне, я с дочкой поехал на море. И мы, поскольку не хочется стоять в пробке, в Джубге всегда пробка, если в сторону Новомихайловского, в сторону Туапсе и Сочи, то мы нашли себе местечко, это поселок Бджит, он находится на дороге в сторону Геленджика и Новороссийска, и в этом поселке Бджит есть два места, где можно купаться. По сути, это с двух сторон от реки. Нет, вру. Две долины. То есть бухта Инал, наверное, слышали. Да, это если ехать, проезжать через поселок Бджит и ехать по основной главной дороге прямо. Доезжаете до достаточно большой бухты, она хорошо так застроена, там есть какие-то из советских времен, примерно такие же, без ремонта советских времен, какие-то турбазы, парковочки, магазинчики новенькие, свеженькие. Ну, наверняка слышали, бухта Инал. Если нет, то вот вам новое место для исследования. Пляж там смешанный, это песок и камешки. Ну, такое вот, где-то пятна песка, где-то камешки. Место полудикое, по крайней мере, вот в начале сезона, в начале лета. Но вообще достаточно известно, по крайней мере, в Краснодарском крае. И другое место, известное по-другому, это так называемая Голубая бухта, там, где находится преснопамятная дача Ткачева. На самом деле дача Ткачева называют санаторный комплекс ЗАО «Агрокомплекс» имени Ткачева. В Краснодарском крае известный скандал, когда на заборе то есть этот санаторный комплекс отгорожен от остального мира забором, который доходит до берега моря. И помните, был суд над экологами, которые разрисовали этот забор. Их долго судили, дали реальные сроки. Ну, в общем, такая история громкая была для Краснодарского края. Дача Ткачева. Вот Голубая бухта. Она, значит, туда попасть можно, если ехать в сторону бухты Инал и на перекрестке уйти налево на поворот. Дальше вы едете по относительно неплохой дороге. И доезжаете до еще одного перекрестка. Если поедете прямо, то вы упретесь в небольшую парковочку и, собственно говоря, вот в забор этой дачи Ткачева, то есть санаторного комплекса ЗАО «Агрокомплекс». И выхода к морю там нет. Но мы ездили несколько лет подряд, ну, наверное, лет 5 подряд, поворачивали еще на одном перекрестке налево, переезжали речку и попадали к забору санатория Туапсе, который принадлежит управлению делами президента Российской Федерации.
То есть, чтобы туда попасть, нужно ехать все время налево. Буквально. Один раз направо. Объясняю, как нужно доехать. Едете в сторону Джубги, на перекрестке, где разветвление в сторону Сочи, в сторону Новороссийска, Геленджика, вы поворачиваете один раз направо. То есть едете не в сторону Джубги, а в сторону Новороссийска. Доезжаете до поселка Бджит и на основном перекрестке поворачиваете в сторону Голубой бухты и бухты Инал. То есть это налево. Потом едете, опять налево поворачиваете на перекрестке, поворачиваете в сторону Голубой бухты, едете и еще раз налево. То есть направо, налево, налево, налево. Вот так вот. И попадаете к ЗАО, или не ЗАО, не знаю как, санаторный комплекс Туапсе. Почему мы выбрали это место? Потому что там, то есть мы много лет подряд туда ездили. Во-первых, нет пробки, как правило. Во-вторых, место мало известное жителям других регионов. То есть туда ездят в основном местные, либо те, кто там имеет путевку. Ну и в самом санаторном комплексе, по сути, в этой Голубой бухте, либо ЗАО Агрокомплекс, но это с правой стороны реки. Там у них свой закрытый пляж, мы ничего не видим. А с левой стороны на пляж раньше можно было не просто выйти, но можно было и выехать на машине. Потом появился забор. Уже выехать на машине не получалось. Но можно было свободно. Предыдущие годы, то есть до 22 года, мы совершенно свободно через проходную проходили пешком к морю. И тут вопрос, что же я взялся об этом рассказывать. Сейчас на меня подпишитесь и поставьте лайк, напишите комментарий, почему. Почему я считаю, что мы поступали всегда правильно, потому что в соответствии со 6 статьей Водного кодекса Российской Федерации поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим кодексом. Каждый гражданин имеет право иметь доступ к водным объектам общего пользования, бесплатно пользоваться, использовать их для личных бытовых нужд, если иное не предусмотрено настоящим кодексом, другими федеральными законами. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования. Береговая полоса предназначается для общего пользования. Каждый гражданин имеет в праве пользоваться без использования механических транспортных средств береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения, пребывания около них, в том числе для осуществления любительского спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. То есть многие годы пропускали свободно, машину бросали вдоль дороги, а пешком можно было пройти спокойно. Никто тебе слова не говорил. Ходите, выходите сколько хотите. Если нужно было заехать, платили деньги охраннику, можно было заехать на машине и доехать практически до пляжа. Там большая территория, никак не обустроена, пустырь. И на этом пустыре можно было бросить машину и очень быстренько дойти до пляжа. Вот. Бухта хороша тем, что там песочек, там чистая действительно вода. Вот. Хоть и рядом русло реки, но от реки огорожено таким молом достаточно серьезным. И, в общем, эта Голубая бухта, она хорошо прогревается, вода чистая, людей мало. Вот. Нам очень нравилось туда ездить. Получали большое удовольствие от купания. В 20-х числах июня 22 года мы туда приехали.
машину, как всегда, оставили вдалеке и решили пройти на пляж. Нас не пускают. Говорят, что пройти нельзя из-за антиковидных мер. Сотрудники санатория Туапсе, управделами президента в поселке Бджит, повесили на стекле у себя в будке охраны ссылку на то, что есть санаторно-эпидемиологические нормы и правила, в пункте 35 которых якобы, подчеркиваю, указано, что до 1 марта 2027 года в целях предупреждения возникновения т.д. антиковидные меры, ограничения на лечебный пляж существуют, которые, соответственно, устанавливаются санаторно-курортными организациями. Это ложь, что пункт 35 запрещает вам выходить на пляж. На этой лжи я поймал сотрудников санатория, и полицейские вместе со мной убедились, что если мы идем в пункт 35.1 до 1 марта 2022 года в целях предупреждения возникновения распространения, то есть эти ограничения на выход к пляжу действуют только до 1 марта 2022 года. Все. Кстати говоря, если быть вообще вот буквоедом, то пункт 35 имеет отношение к туалетам. В парках и местах массового отдыха, читаю, население хозяйствующими субъектами, владеющим парками и местами массового отдыха, должны быть установлены общественные туалеты. Это пункт 35. Пункт 35 в скобках 1 гласит, что до 1 марта 2022 года в целях предупреждения возникновения инфекционных заболеваний тополя запрещено выходить на пляж без согласия организации. Но меня поражает то, что сотрудники санаторно-курортной организации неправильно процитировали не тот пункт СНИПа, и действительно сам этот СНИП, нормы и правила эти санитарные действуют до 1 марта 2022 года, но именно это все правила действуют, но именно ограничения на доступ на так называемый лечебный пляж действуют только до когда? Только до 1 марта 2022 года, а не до 2027 года. Мы позвонили в полицию, я вернее позвонил, дочка была свидетелем всего этого. Позвонили в полицию, начался ливень страшный. Приехали полицейские, прикомандированные к Джубге. Приняли от нас материалы, что нас не пускают, с нас вымогают деньги. Причем деньги предлагали платить либо переводом на карточку кому-то, либо наличными. То есть принять банковскую карточку отказывались, требовали наличной оплаты. Вот. И ради дальнейшего, так сказать, ради того, чтобы... и дальше сейчас вам расскажу, я вспомнил. Вот. Ради того, чтобы иметь материалы для составления заявления, я заплатил, значит, за ребенка 50 рублей, несовершеннолетнего, за себя, по-моему, 200 рублей. Вот. 250 рублей я заплатил. Получил чек. Соответственно, там прописано, что вот, все, какое юрлицо. И полицейским сослался на этот чек, что меня по недействующему закону обилетили для того, чтобы я мог выйти к морю. Вот. Но лучше то, что там прибежал безопасник, ругался со мной, провоцировал, хотел, чтобы я устроил скандал. Но полицейские приехали, они были не местные, они были откуда-то из других регионов Краснодарского края. Им эти черноморские разборки, кто круче, кто не круче, пополам были. Достаточно корректно себя вели полицейские, просто собирали материалы и все. Но больше того, ребят, сотрудники этого санатория Туапсе, управделами президента, в свой журнал собрали по мне все данные.
номер автомобиля, адрес проживания, ну, то есть государственный регистрационный номер автомобиля, адрес проживания, что там еще, сотовый телефон они взяли. То есть, ну, они еще, по сути, занимаются обработкой персональных данных без моего согласия. То есть, когда я отказывался в присутствии полицейских предоставлять эти данные, сотрудники санатория отказывались меня пропускать дальше, пока не внесут данные обо мне в журнал. Вот. Но в конечном итоге это все было одновременно с ливнем. В конце концов мы все это около часа закончили оформлять. Ливень закончился. Ну, настроение было тоже потерянное и тоже закончилось. Поэтому чеки я взял с собой как доказательство того, что мне навязали услугу. И уехал купаться в бухту Инал. Да, мы тогда купались в бухте Инал. Ну, потому что здесь на берег я все-таки, ну, просто побоялся, если честно говоря, уходить после этого скандала. Подумал, что что угодно может произойти. Могут подойти люди, спровоцировать меня еще на какой-то конфликт. Потом мне хулиганку пришьют. Ну, зачем? Уехали в бухту Инал. И там покупались спокойно. Ну, естественно, имея на руках чеки, имея на руках копии вот этих всех заявлений в полицию, несколько месяцев я добивался того, чтобы мне ответили сотрудники полиции горячего ключа о принятых мерах. Писал заявление в Министерство природных ресурсов, к администрации Краснодарского края, в прокуратуру. Резюме. Управление делами президента, это для них красный флаг, пишут отписки и никаких мер принято им не было. Ни к тому, что они собирают персональные данные, ни к тому, что навязали услугу, заставили заплатить, ни к тому, что ограничивали мой доступ к водному объекту, что прямо запрещено прямо разрешено водным кодексом Российской Федерации статьей 6. Но по поводу навязанной услуги тут можно еще поспорить, потому что я добровольно согласился оплатить. Мне нужны были факты, доказательства того, что я там был. Вот. Это еще ладно. Но то, что персональные данные собирают, никакого согласия передавать персональные данные. Более того, это было условием выйти к морю, подъехать к морю на машине тем, что я даю свои персональные данные. Никакого согласия. Я писал в Роскомнадзор занимается контролем за оборотом персональных данных. Им писал жалобу. Бесполезно. И, наверное, ребята, которые там находятся, они знают, что с ними никто связываться не будет, поэтому вели себя так вот нагло и безнаказанно. Вот имейте в виду, что право у вас есть, но на самом деле его нет. Ставьте мне лайк, напишите в комментариях, с какими случаями ограничения доступа к водным объектам вы сталкивались. Вообще в Джубге, я вам скажу, весь выход к морю перегорожен, везде. Мы потом поехали еще ради интереса в саму Джубгу после моря. Дочка попросила снять стресс поеданием бургера. И мы купили бургер, по-моему, в Бургер Кинге. И поехали. Я в детстве отдыхал там. Санаторий Федерации профсоюзов в Джубге. Рядом со входом в этот санаторий, на территорию санатория, находится домен. Это вот, если вы не знаете, сложенное из камней сооружение, такое здание ритуального, погребального типа, не знаю какого. Это памятник археологии. К нему должен доступ быть свободный.
И мы там тоже немножечко поскандалили. Я говорю, я хочу пройти к этому домену. Нас буквально допрашивали, а к морю вы не хотите пройти? Я говорю, нет, не хочу. Я хочу вот к домену дочке показать настоящий домен, который вот тысячи лет здесь простоял. И только когда я сказал, что вызову полицию, и я уже звонил в полицию, благо, что я с ними общался там 3 часа до этого, только потом подошел какой-то хозяин, обозвал меня и пропустили к домену. Но он уж жестко и пристально следил, чтобы я, не дай бог, не пошел к морю. Без полотенец, без подстилки, без ничего. Нет, мы подошли к домену, пофотографировались, поснимали вовнутри, засунув туда камеру. И больше ничего не делали. Да. Но опять же пропускали нас туда, как будто мы на какой-то режимный объект. Хотя свободный доступ к морю должен был бы быть обеспечен. И везде, где бы ты там ни ходил, в Джубге, я всегда везде натыкался в 22 году на заборы. Просто так к морю, как в моем детстве, выйти невозможно. То есть на берегу находится санаторий, и санаторий проход через свою территорию запрещают. Как выйти к морю, непонятно. Мы там походили по разным дорогам, но что-то не увидели выхода. Везде, где бы ты ни идешь, упираешься в забор. Поэтому я жестко вам не рекомендую рассчитывать на то, что вы снимете, допустим, какую-то квартиру в Джубге и будете ходить на море. Там есть какие-то выходы на море, но там, где они есть, эти выходы, там, вы понимаете, будут все толочься, кто вот ехал из Волгограда, Ростова-на-Дону и Ставрополя. Вот они ехали на машине, они доехали, бросили машину. И первое, что им хочется, забежать в море и искупаться, и пописать там. Поэтому для этих целей, вот в самой Джубге я никогда в сезон не купаюсь. Там, по моему мнению, очень грязное море. Именно из-за этого, из-за того, что это сильно перегорожено, и всех людей в одно стадо собрали там, где разрешен выход к морю. А вот в Бджиде, видите, такая ситуация сложилась, что там, ну, в бухте Инали можете вы свободно выйти к морю. Да, а вот в Голубой бухте все перегорожено. Увы, место там хорошее. Ну все, всем пока.